Всем привет! Меня зовут Григорьева Анжелика, вы находитесь на моем канале про личные финансы, саморазвитие и планирование жизни. И сегодня я расскажу вам о том, как начать копить деньги, сохранять, откладывать их, называйте это как угодно. Но суть одна – делать так, чтобы наши доходы были больше, чем наши расходы. То есть у нас была какая-то вот эта дельта для того, чтобы мы могли деньги сохранять. На самом деле я решила снять это видео, потому что это, наверное, самый популярный вопрос, который я слышу, как начать откладывать деньги. И если фраза или мысль «не могу начать откладывать» или «деньги у меня есть, но они утекают сквозь пальцы», вот это видео абсолютно точно будет для вас очень полезным. Причем даже абсолютно нет никакой разницы, большой у вас доход или маленький у вас доход. То, что я буду сегодня рассказывать, будет максимально прикладным, потому что я буду рассказывать именно про подходы, то есть условно назовем это теорией. И я вам очень рекомендую вот именно на этом моменте сейчас поставить на паузу, взять блокнот, какой-то карандаш или открыть заметки у себя на телефоне, потому что я рекомендую сразу же записывать какие-то идеи, как вы можете перекладывать это на вашу личную ситуацию и делать так, чтобы у вас были накопления. Я считаю очень важным рассказывать эту информацию, потому что где-то до 33, наверное, лет я абсолютно не умела делать накопления. Мы в своей семье просто всегда расходовали все деньги в ноль. Более того, мы набирали еще кредиты, считали, что это абсолютно нормально, потому что у нас был довольно стабильный доход, благодаря которому мы могли осуществлять ежемесячные платежи. Но потом так получилось, что мы попали в очень серьезную финансовую такую трудность. Мы стали обманутыми дольщиками. У нас квартира, которая строилась, которую мы купили, застройщик обанкротился, мы стали обманутыми дольщиками, и, соответственно, денег у нас вообще не стало очень сильно. Как мы прожили первый год, я показала видео, где-то сейчас вот подсказку прикреплю, можете тоже посмотреть, оно будет очень полезно для многих. И самое главное, что пока мы жили вот до этого момента, пока не начали повышать свою финансовую грамотность, я была уверена, что делать накопления доступно вообще не каждому человеку. Но на самом деле сейчас я понимаю, что это могут делать абсолютно все. Именно поэтому я хочу делиться этой информацией. Это первое. И второе, почему важно делать накопления? Потому что даже небольшая сумма денег, но которая у вас сохранена, просто я знаю, многие, например, делают так, что какие-то деньги, если им удается сохранить, они это тут же все направляют на закрытие ипотеки, например. Это не совсем разумно, потому что может случиться какая-то ситуация непредвиденная, которая может быть сопряжена с большими расходами, связана, допустим, с вашим здоровьем или с потерей вашего дохода, и понадобятся какие-то накопления, но их, соответственно, не будет, потому что вы все направляли в ипотеку. И поэтому вот даже на такой случай, например, хорошо бы иметь накопление. Но это здесь я хочу сказать не совсем для этого, а в том смысле, что даже сам факт наличия денег каких-то сохраненным, он очень сильно придает уверенности в жизни. То есть вот эти накопленные деньги, пусть даже небольшие, первые какие-то ваши накопления, они могут стать очень такой серьезной платформой для вашего чувства опоры на себя, чувство спокойствия и уверенности для того, чтобы развиваться, соответственно, дальше. Именно поэтому я считаю важным делиться этой информацией. Но сначала, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Я знаю, что его часто смотрят мои неподписчики, вот статистика. Поставьте лайк, потому что только благодаря лайкам здесь на YouTube можно каким-то образом продвигаться. И можете подписаться еще дополнительно на мой Инстаграм. Я веду его больше 10 лет, и по нему очень хорошо видно, как трансформировалась наша жизнь, как мы жили раньше, как мы попали в эти трудности финансовые, и как затем из них, соответственно, выходили, и как, соответственно, поменялись мы сами благодаря этому. Что же сегодня будет в видео? Во-первых, мы с вами рассмотрим фундаментально, что мешает нам делать накопления. Затем я рассмотрю 7 факторов того, чтобы делать успешно свои накопления. И самое главное, 4 пути формирования капитала, которые могут помочь и людям с маленьким доходом, и людям с большим доходом, потому что это, условно, теория, это подход, методология. И обязательно вы делаете себе пометки, я еще раз это подчеркиваю, потому что будут приходить какие-то идеи, вы обязательно их фиксируете, чтобы не забыть. Но начать я хочу с того, почему я эксперт в этом деле. Как я уже сказала, мы попали в очень сложную финансовую ситуацию, у нас было огромное количество долгов, осталось очень мало денег на то, чтобы, соответственно, осуществлять свою жизнь, при том, что у нас 2 маленьких детей было на тот момент, но у нас получилось. Но мы делали накопления первые очень маленькие, то есть
ну, по 100, по 200 рублей мне удавалось накопить, я считала это огромным успехом. И первое, что мне хочется рассказать здесь, ввести понятие как принцип Парето. Это очень важно в данном контексте, потому что я буду опираться на вот этот принцип, поэтому сейчас вам про него и рассказываю. Он говорит нам о том, что 80% усилий дают нам 20% результата, и затем лишь 20% усилий приносят нам уже 80% результата. Так случилось у нас. Сначала мы делали огромное количество действий, мы тратили огромное количество энергии, времени на поиск каких-то вариантов, как мы можем сохранить хотя бы какую-то часть денег. То есть мы тратили вот эти 80% наших усилий, но, соответственно, накопления наши были очень маленькими. Но, тем не менее, мы понимали смысл. Мы вырабатываем привычку, мы вырабатываем образ мышления. Это то, как мы будем жить дальше, когда мы будем развивать свой доход, когда мы будем сокращать свои кредиты. И затем, соответственно, когда у нас уже сформировалась привычка, то, ну вот здесь 80% усилий давали нам вот эти 20% результата. Затем впоследствии мы уже стали сильно меньше тратить на это сил, энергии, потому что у нас уже было все настроено, мы все понимали, плюс у нас уже вырос доход, сильно снизилась кредитная нагрузка, и мы применяли всего лишь 20% своих усилий, времени и энергии, но при этом уже получали, соответственно, 80% результата. Это очень важный момент, я буду сегодня на него очень сильно опираться, буду вам про это рассказывать, поэтому обратите на это внимание. И на старте, когда вы только-только начинаете делать накопление, всегда помните про это. Ваши старания обязательно окупятся, но, возможно, немного позже. Итак, давайте начнем с содержательной части. И начну я с того, что нам мешает на самом деле делать накопление. И это мышление. Я называю это мышление богатого и бедного. Давайте с бедного начнем. Бедного и богатого. Итак, мышление мы сегодня будем рассматривать с вами с точки зрения того, что человек умеет делать с деньгами. В принципе, смотрите, бедный человек у нас деньги умеет зарабатывать, то есть он их получает к себе в руки и, соответственно, отдает. Зарабатывает и тратит. Это все, что он умеет делать с деньгами. Больше ничего. Понятно, что богатый наверняка тоже умеет зарабатывать деньги, и, скорее всего, он умеет их еще и тоже хорошо тратить. Но он отличается от бедного тем, что даже несмотря, что он много заработал и много потратил, скорее всего, у него еще очень много осталось. Но что необходимо делать для того, чтобы много оставалось? Вот здесь и появляются 3 дополнительные функции, которые можно делать с деньгами, чтобы обладать мышлением богатого. Первое – это сохранять. То есть делать как раз-таки те самые накопления. Второе – это управлять. То есть какие-то деньги вкладывать в недвижимость, какие-то в бизнес, какие-то в золото, какие-то в инвестиции, какие-то в криптовалюту, возможно, какие-то, не знаю, там, картины какие-то, может быть, дорогие купить, почему нет. И третий пункт – это приумножать. Тоже в целом я про это уже только что сказала, да, разбираться, что я могу сделать со своими деньгами для того, чтобы они приумножались. И вот здесь хочется поставить прям много восклицательных знаков на пункте «Управлять». На самом деле я считаю вот это ключевым навыком для того, чтобы стать богатым. То есть нужно вести бюджет и нужно делать свое финансовое планирование, понимать, какие у вас будут расходы в будущем, соответственно, думать, какие деньги мне необходимо на это зарезервировать для того, чтобы, соответственно, были вот эти расходы, то есть формировать свое будущее. Это очень такой принципиальный момент, который отличает богатого от бедного, потому что бедный просто реагирует на обстоятельства. Ну вот прилетел мне счет на оплату, ну значит я его заплачу. Богатый всегда предусмотрит об этом заранее, он подумает, что у меня есть квартира, она там тянет за собой коммунальные платежи, мне нужно деньги, ну вот чтобы были в каком-то операционном, да, доступе для того, чтобы, соответственно, оплачивать эту коммуналку. Поэтому вот этот навык я ставлю много восклицательных знаков. Я это рассматриваю на марафоне по личным финансам, учу людей как раз-таки финансово планировать, вести проактивный образ жизни, когда мы формируем свое будущее, а не просто реагируем на какие-то обстоятельства, условно тушим пожары и осуществляем свои расходы вот в режиме «О, случилось, значит, надо оплатить». Или, знаете, можно привести здесь пример со стоматологом.
Бывают люди, которые просто ходят чинить зубы, когда у них уже все болит. Это как раз реактивный подход, и я считаю, что это бедное мышление. Богатый всегда будет ходить заранее, раз в полгода проверять, не появился ли у него какой-то кариес. Если появился, надо сразу его починить, потому что это формирование своего будущего. Я делаю так, что в будущем у меня будут более здоровые зубы. Теперь давайте с вами рассмотрим все-таки более такой, экспертный контент. Это 7 факторов. 7 факторов успешных накоплений. Успешных накоплений. Что значит успешных? Это значит, что они у вас копятся, и вам это делать не сильно сложно. Вот для меня это всегда очень важно, чтобы делать было просто. Тогда очень вероятно, что вы не сольетесь с этого процесса, если вам это будет легко делать. И первое, с чего мы начнем, первый фактор, который необходим, это наличие цели. Часто слышу: я, в принципе, откладываю деньги, но я их постоянно трачу. Очень важно понимать, зачем вы вообще, в принципе, откладываете эти деньги. Но мне многие говорят: ну вот я хочу на отпуск накопить себе. И все равно я трачу, вот у меня происходят импульсивные какие-то покупки, я иду и деньги потратила, а очень хотела поехать в отпуск. Но проблема в том, что просто слово «отпуск» — это не цель. Но если вы говорите, что я хочу поехать в отпуск в Турцию, в какой-нибудь определенный отель, например, и я хочу там полететь в определенной авиакомпании, билеты стоят столько-то. Хочу, чтобы я жила в определенном отеле, проживание будет стоить столько-то. Мне захочется поехать на экскурсию, она стоит столько-то, там определенное какое-то место. Мне, соответственно, надо будет подготовиться к этому отпуску, совершить шопинг, купальник, например, купить. Столько-то денег. Еще мне нужен будет трансфер, такси, там тоже куда-то там съездить, еще хочу там фрукты дополнительно себе покупать, столько-то денег понадобится, и вот, допустим, я посчитала, что это там $2000. Условно сейчас, говорим, я хочу через год поехать, соответственно, денег на 12 месяцев, у нас там получается итоговая какая-то сумма, которую необходимо в месяц откладывать на какой-то там отдельный накопительный счет, и вот, допустим, вы там уже отложили $500 на этот счет, и тут раз есть предложение как-то потратить, сумку купить. Сейчас придумываю на ходу. Если вы это все уже, во-первых, просчитали, во-вторых, вы это себе в голове представили, что вы летите этим самолетом, живете в этом отеле, купили себе этот купальник, съездили на эту экскурсию, поверьте, вот эти $500 на эту сумку вам тратить уже не захочется. И в этом есть отличие, как раз-таки, когда вы просто говорите слово «отпуск», вот так вот, когда не было вот этих всех расчетов, очень конкретных, а просто было одно слово. Такое абстрактное, непонятное. А вот когда оно понятно, поверьте, откладывать будет сильно проще. Это первый пункт. Второй пункт в системе успешных накоплений – это оптимальное место. Что это значит? Это значит такое место, вы храните эти деньги, где вы точно их не потратите. Например, вы откладываете деньги на какую-то отдельную карту. Это означает, что вот этой карты не должно быть у вас в системе вашего расходования. Что это значит? Не должно быть ее в кошельке, не должно быть ее на маркетплейсах, не должно быть ни в каких приложениях, откуда могут списываться эти деньги, то есть вы их просто убираете. Если понимаете, что все равно есть соблазн, например, дома, осуществить какие-то интернет-покупки, отдайте своей подруге, маме, либо оставьте на работе, если у вас основные импульсивные покупки вы осуществляете по выходным. То есть куда-то прям физически уберите эти деньги, чтобы они вам были недоступны для расходов. Либо положите на вклад какой-нибудь такой, например, на полгода, откуда вы понимаете, что трудно, довольно трудно оттуда доставать деньги. Третье, это, давайте назовем это легкость. Что я здесь подразумеваю? У нас будет 2 пункта похожих, с похожим смыслом, но не совсем. Здесь я прям конкретизирую, 2 клика. Это означает, что ваши накопления должны отправляться в 2 клика. Сделайте себе шаблоны в мобильном приложении, в личном кабинете, для того, чтобы раз-раз, и все, ваши деньги сохранены. Не надо вводить реквизиты, не надо, звонить в службу поддержки, называть кодовые слова и так далее. То есть это должен быть какой-то способ максимально простой. Четвертое – это комфорт. Видите, вроде бы слова похожи, комфорт, легкость, но тут не совсем про третий пункт. То есть вам не трудно отделять эти деньги от дохода. Например,
Иногда бывают люди, кому довольно комфортно сохранять и 30, и 40% от всего своего дохода. Да, такие бывают. И это не обязательно какие-то очень богатые люди причем. А бывают люди, у которых довольно большой доход, но им даже 5% от своего дохода очень сложно отделить. Именно поэтому, знаете, есть разные вот эти рекомендации, там, про 10% от каждого своего дохода. Во многих книгах по личным финансам это прописано, но на самом деле опирайтесь на собственную ситуацию. Даже если вы понимаете, что вам сложно, ну, сделайте себе установку 1% от дохода откладывать. Кому-то будет легко и 20% откладывать. И если им легко 20%, почему они должны привязываться к этим 10%? Это не оптимально. Вот, поэтому всегда это должна быть комфортная сумма. Если в процентах сложно, сделайте себе какую-то конкретную сумму. Там, например, не знаю, 100 рублей. То есть иногда даже 100 рублей действительно в месяц важно сохранить, чтобы понять, что да, у меня получилось. Я молодец. Как я уже сказала, да, вот по принципу Парето, когда мы применяли большое количество энергии, но мы очень мало откладывали, вот тогда, да, я такими же суммами начинала делать наши накопления, потому что мне важно было платить не за стоимость своих накоплений, а платить за стоимость моего образа мышления и за мои привычки. Понимаете? Вот, поэтому, если сейчас пока получается, ну, вот такие суммы сохранять, ничего страшного, это тоже нормально. Самое главное – это комфорт на данном этапе для того, чтобы сформировать себе привычку. Пятым пунктом я выделяю дисциплину. То есть, если нам это делать легко, если комфортно, да, не сильно мы страдаем наши расходы от того, что мы сохраняем какие-то деньги, мы понимаем, на что мы это делаем, у нас вырабатывается дисциплина. При наличии регулярности вам это будет делать успешно и легко, ваши накопления. Шестой пункт. Это такой принцип, который называется «сначала заплати себе». Многие его знают по книге «Богатый папа, бедный папа». И что это означает? Даже если вы не читали, ничего страшного, я сейчас расскажу. Это означает, что как только вы получили доход, ну, например, зарплату, вы в первую очередь не платите ипотеку, там, коммуналку и так далее, а вы сначала платите себе в свои накопления, и только потом на оставшиеся деньги вы осуществляете собственные расходы. То есть вы ставите в приоритет себя в будущем, ваши финансовые цели, а не финансовые цели владельцев магазинов, куда вы ходите, владельцев банка, куда вы платите ипотеку и так далее. И последний, 7-й пункт, на самом деле я раскрою вам тайну, раньше было 6 факторов успешных накоплений, но не так давно я вывела еще один пункт, потому что у меня была одна ученица, которая прошла марафон по личным финансам, и ей все равно не получалось, то есть она осуществляла финансовое планирование, говорит, ну и все равно не получается, не хватает денег для того, чтобы делать какие-то накопления. Я с ней пообщалась, где-то, наверное, целый час мы общались, выясняли, и я поняла, необходим план финансовый на 3-6 месяцев вашей жизни. То есть необходимо понимать, как вы будете жить, какие у вас будут расходы для того, чтобы не срываться. То есть, например, я очень даже рекомендую, что сделать. Вы можете опереться на предыдущий год, открыть вашу историю ваших платежей, а что было в мае, например, я пошла к стоматологу, или в августе я готовила детей к школе, покупала им канцелярию, форму, еще что-то, потратила такую-то сумму денег. Попробуйте, опираясь на эти данные, на текущие данные, сколько вы платите по кредитам, по коммуналке, за квартиру и так далее, спланировать, как вы будете жить 3-6 месяцев, хотя бы по обязательным вашим платежам, и вам станет понятно, какую часть ваших денег вы сможете откладывать, исходя из ваших доходов. Ну и теперь давайте приступим к 4 путям формирования капитала. Давайте зеленым цветом выделим. И здесь у нас 4 пути формирования капитала. Я еще называю это матрица накоплений. Я математик по образованию, поэтому люблю все такое математическое. Мне всегда очень удобно таким образом иллюстрировать какие-то принципы. Итак, вот будет наша матрица. Смотрите, значит, что у нас в ней будет. Какими путями можно формировать свой капитал. Первый пункт – это у нас, как я уже говорила, процент от вашего дохода. То есть, например, вы заработали
там, скажем, 100 тысяч рублей. Вы решили, что будете откладывать 10% от вашего дохода, соответственно, это будет 10 тысяч рублей вы убираете в свои накопления. Все, там на оставшиеся 90 вы отправляете на свои расходы, там ипотеки, коммуналки, продукты и так далее. Какой еще может быть путь формирования вашего капитала? Это процент от повышения дохода. Сейчас я вам покажу. Например, вам, вот опять же, ваша зарплата, да, 100 тысяч рублей. Раньше была, а теперь она стала 120 тысяч рублей. То есть вам ее повысили на 20%. Если вы будете продолжать откладывать по 10%, то тогда вы будете, соответственно, сохранять по 12 тысяч рублей. А можно поступить по-другому. Можно высчитать разницу между 100 и 120. Это, соответственно, у нас 20 тысяч рублей. И смотрите, как поступить. 10 тысяч можно на повышение качества вашей жизни, потому что, вы взяли на себя, например, какие-то новые задачи, вам повысили ваш доход. Или там поменяли работу, например, на повышение качества жизни. А еще 10 тысяч вы отправляете на накопление. И таким образом, смотрите, что получается. Вы до этого сохраняли 10, и теперь еще 10, и таким образом получается 20. Не вот эти 12, а 20. И от 120 это получается уже не 10%, а где-то порядка 15%. Вы будете сохранять от вашего дохода, и при этом вы повысите, как я уже сказала, да, ваше качество жизни. Представляете, как здорово можно, да? То есть вы работаете сразу же на все цели, не выбираете что-то одно. Я очень часто тоже говорю, что это про мышление бедности, когда нам приходится постоянно выбирать. А берете все свои цели в жизни и, соответственно, реализуете их все постепенно. Окей, какой следующий путь формирования капитала? Это сэкономленные деньги. Очень люблю фразу «сэкономил, значит заработал», но очень часто получается так, что, например, нам удается что-то сэкономить, но мы эти деньги не направляем в наши накопления. Мы их просто, они сливаются с нашими расходными деньгами, и мы их там условно проедаем. Как бы не так приятно, да? Если бы мы, например, что-то сэкономили конкретное и при этом еще их направили в наше накопление. У меня есть история, когда я рассказываю очень часто, и вот в этом видео сейчас подсказку оставлю на него, когда я села, значит, на маркетплейсе, сделала большой заказ на большое количество продуктов на месяц, нам на семью, и у меня заказ вышел на 11 тысяч рублей. Я открыла второй маркетплейс и начала просто сравнивать цены. Каждую позицию, вплоть там туалетная бумага, салфетки, все продукты, в общем, все-все-все. Я начала сверять, и на втором маркетплейсе я добавляла в корзину то, что дешевле, чем на первом маркетплейсе. В итоге у меня получилось, что на первом маркетплейсе мой заказ составил там условно 6 тысяч рублей, на втором 4 тысячи рублей, и все вместе составило 10 тысяч рублей. Хотя изначально я прям зафиксировала себе, стоимость была 11 тысяч рублей. Таким образом, я потратила на это 1 час. Много времени вышло, но я решила, что я заработала эту 1000 за вот этот 1 час своей дополнительной работы. И эту 1000 рублей я отправила себе в накопление на тот момент. Для нас это была колоссальная сумма. Я была очень рада, что мне удалось вот так вот поработать и заработать эти деньги. Соответственно, мы их туда сохранили. Сюда же, кстати, можно относить снижение вашей кредитной нагрузки. Например, вы там платили раньше за ипотеку столько-то денег, у вас там, допустим, получили какую-то премию, решили премию положить на досрочный ваш платеж, и теперь вы, например, на ипотеку тратите там на 500 рублей меньше. Соответственно, вот эти 500 вы теперь тоже можете смело перенаправлять ваши накопления дополнительно к тем деньгам, которые вы и так уже вроде бы как сохраняли. И последний пункт – это дополнительные деньги. Я всегда люблю говорить, что вокруг нас очень много денег, но на самом деле просто важно сфокусироваться на этом моменте и понимать, что вот эти деньги дополнительные я могу
их как-то сохранять. Например, я что-то продала на Авито, там детские вещи, пусть это копейки, ничего страшного, даже копейки можно какие-то перенаправить свои накопления, даже на вкладе они заработают какие-то процентов больше, чем если все это будет тухнуть в вашем, не знаю, подвале, кладовке и так далее. Или вы, например, не знаю, получили подарок, вам подарили там на день рождения какие-то деньги на работе. Опять же, вы можете, ну, допустим, вам подарили там 10 тысяч, вы возьмите на 5 тысяч, купите себе подарок, опять отправьте в свои накопления, почему бы и нет? То есть, опять же, можно не выбирать туда или туда, можно часть сюда, часть сюда. Таким образом работают все ваши цели. Вы себя радуете и формируете свое будущее с вашими накоплениями. Какие еще могут быть дополнительные деньги? Например, вы оформили налоговый вычет, или вы стали тайным покупателем и заработали какие-то тоже небольшие деньги таким образом. То есть это дополнительная работа, какая-то шабашка и так далее. Или же вы какую-то компенсацию за что-то, знаете, иногда получили, там, купили, допустим, обувь некачественную, сдали ее в магазин, вам компенсировали эти деньги, вы купили обувь вместо первоначальной какую-то подешевле, и вот эту разницу можно тоже куда-то себе в накопление, соответственно, сохранить. Или у вас есть какое-то хобби, например, вы что-то делаете, там, печете торты, например, да, там, или печенье, какие-то кексы. Я тоже так немного заработала, я помню, денег под Рождество, пекла штоллины и продала нескольким соседям. И получила там, ну, не знаю, 5 например, я заработала, тоже направила их, соответственно, в наши накопления. Это было вот как раз тот момент, когда жить нам было очень тяжело, но мы как-то старались выкручиваться, находили какие-то дополнительные способы, что мы можем сделать, и, соответственно, тогда всю эту методологию я как-то и оформляла вот в определенный вид. Но хочется еще что подчеркнуть, что, конечно, это все прекрасно, с этого можно начинать, но очень важно все равно, опять же, да, я ставлю фокус, учитесь финансово планировать, учитесь вести бюджет, потому что даже наличие каких-то, знаете, инвестиций успешных не так, как правило, дает нам возможность заработать нам на будущее, то есть сохранить какие-то деньги на будущее, как именно управление вашими финансами, ведение вашего финансового плана. То есть за счет, условно, вот этой разницы, когда ваши доходы сильно больше, чем ваши расходы, вот эту дельту, если вы каждый месяц сохраняете эти деньги, то накопление вы сделаете сильно больше, чем просто разово, не знаю, там, заработать на какой-то инвестиции. Поэтому на это я ставлю большой фокус, подчеркиваю вам этот момент. Чтобы научиться финансово планировать, вы можете прийти ко мне на мой марафон по личным финансам, где мы супер подробно, по косточкам разбираем именно вашу ситуацию. То есть ваши расходы, ваши доходы, вашу собственность, чем вы владеете, как этим можно управлять для того, чтобы сделать более эффективным, как вам научиться вести бюджет. То есть, во-первых, составить эту таблицу вашего семейного бюджета с вашим финансовым планом, и как ее переложить еще на реальность. Я всегда говорю, то есть очень важно не просто на бумаге, да, или в файле где-то сохранять этот материал, а чтобы он работал в реальной жизни. Это означает, что ваши карты банковские, вклады, какие-то накопительные счета, возможно, у кого-то есть уже инвестиционные счета, чтобы все это, оно сходилось в одну систему и работало. Иначе получается так, что вы на бумаге все это распланировали, карты пошел муж в магазин, что-то там потратил, и все пошло абсолютно не так, как должно было. И вот для этого мы как раз и прорабатываем вот в этой связке, да, не просто в теории, но и на практике, чтобы каждая карта, каждый вклад работал именно на ваши финансовые цели и помогал своим существованием вам идти в эту точку. Далее мы прорабатываем также момент с мышлением, то есть мы смотрим, а что мы можем еще докрутить, как мы можем смотреть на какие-то ситуации по-другому для того, чтобы еще более эффективно делать накопления, делать нашу систему личных финансов более устойчивой. Вот я на этом часто ставлю акцент, потому что важно не просто вывести себя из кредитной ямы или сделать какие-то накопления, или много начать зарабатывать, но очень важно поступательно к этому идти для того, чтобы, если вдруг случится откат назад, если мы сильно быстро растем, и случается откат назад, мы очень быстро падаем. Но если мы делаем это поступательно, медленно, экологично для себя, то даже сделать шаг, 2 шага назад всегда не так страшно, потому что мы очень хорошо понимаем, какой сделать следующий шаг вперед, чтобы вернуть себя в обратное состояние. Я оставлю ссылку на марафон по личным финансам
Под этим видео еще раз можете посмотреть программу на него и условия участия. Вот. И также еще бонусом здесь сейчас, вот давайте оставлю подсказку на видео, где я рассказываю, с чего начинать путь к своей финансовой грамотности в жизни. Обязательно тоже посмотрите его, подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада новой аудитории и делиться с вами своими знаниями еще больше и больше. Всем пока-пока!